Привет! Этот расклад для вас. Давайте вызовем вашего мужчину на откровенный разговор. И потому что мужчины не любят говорить долго, в основном все. Если любит говорить долго ваш мужчина, вам повезло. Я делаю экспресс-расклад. На моем канале есть другие расклады, подробные, длинные, где я выкладываю, вы видите мои руки, многие-многие карты. А это 3 карты. На самом деле, каждая карта – это энциклопедия его мыслей. И здесь 3 его мысли о вас. Что он думал о вас сегодня. А то, что он думал, он то наверняка и чувствовал. Каждая карта, она передает не только мысли, но и чувства. Устраивайтесь так, чтобы, может быть, вы за ужином или за ланчем, и чтобы я скрасила ваше время, и вы узнали, что он о вас думает. То есть здесь много в одном флаконе, 2 или 3 дела сразу делаем, и это, конечно, очень продуктивное время с картами. Итак, 3 мысли. 1, 2, 3. 1, 2, 3 карты. На первой карте мы видим написано «Война цветов», «The War of the Roses». То есть, когда вы поссорились с ним, он думает, да, это его мысли сейчас считаю, он думал, на пустом месте. Мы поссорились ни о чем. Почему я такой дурак был, болван? Почему я сказал вот эти глупости? Я даже не хотела это сказать, открыл рот, а оно само вышло из меня. И он сам на себя сетует и говорит сам себе, почему вечно, как я ляпну что-то не то. И война цветов означает, что милые ссорятся, только тешатся, да? Здесь четко видно, что, в общем, ссора была незначительная, небольшая, и он хотел бы попросить прощения. Он думает сегодня о том, что, зачем мы поссорились? Мы могли бы вообще прекрасное время провести, сами испортили все. Думает, он сам все испортил. Вроде и цветы принес, если он принес цветы, или хотел принести. А наговорил не то, что хотел, и испортил все. Любой подарок, он перестает быть подарком, если сказано что-то не то, правда? Потому что слово это магия. Слово не вырубишь никаким топором. Это буквально магия. Поэтому он надеется, что вы не взяли это близко к сердцу, что не восприняли это на свой счет. У него есть оправдание какое-то, он так думает. Может быть, он устал или замучился, мучает его, может быть, родители или работа, или здоровье, может быть. Потому что, когда война, карта выходит, показывает на плохое состояние энергетики у мужчины. У мужчины, наверное, неважное состояние энергетики. Он где-то чувствует себя ослабленным, может быть, или же истощенным. Именно вот эта карта, она показывает на истощение. И что нужно отдохнуть, нужно закончить эту войну. Если вы поссорились, эта карта именно для мира здесь. Что не о чем нам вообще ругаться, нечего нам делить. Да? Здесь вот война, это как дележка идет. Там ты мне, я тебе сказал что-то не то, или сделал, или что-то не понравилось. Когда война, такая дележка идет. И он говорит, нечего нам делить, потому что у нас есть общее, это то, что мы любим друг друга. Он вас любит, это 100%. А как интересно, здесь на карте вы видите, есть средний флаг, такой красный, да, красный маг. Маг – это вообще язык цветов, он означает, что война закончилась и будет покой. С одной стороны замок, слева, там, где синий флаг, и там, где желтый флаг, еще один замок. То есть это может быть война ваших поколений, ваших родовая война. Война ваших семей. Там, где, знаете, это так жестоко, это так несправедливо к влюбленным. Но это даже Шекспир писал в «Ромео и Джульетте». И это довольно распространенная штука, что его семья думает, что где-то есть идеальная женщина. Идеальных же не бывает людей. И самое главное, что люди далеко не идеальные, вот такие аррогантные мысли имеют. Да? Это очень жаль, мешает молодым жить. Ну а молодым имеется в виду в любом возрасте, там, где люди решили быть вместе, вы и он. Вот, это может быть война ваших семей. То есть не зря же здесь 2 родовых замка. Где-то в вашем доме его не принимают, все время критикуют, под увеличительным стеклом проверяют, мужчина ли он, мужик ли он, сможет ли он вас содержать, семью, детей. Будет ли он достойный, не будет ли он вам изменять. Вот это вот все, знаете, это нервная ситуация матери, она же мешает, она никому не нужна. А у него тоже может быть такая ситуация. Вообще мать любую женщину, которая войдет в его жизнь, раскритикует в пух и прах.
Так что, может быть, если он слышит от матери вот всякое, да, нехорошее ваш адрес, он вас защищает. Он ей говорит: мама, я выберу сам, потому что здесь война цветов, война розы. Это значит любовь, роза – это любовь. Он говорит: ну не нужно тебе лезть туда, ты не знаешь, что между нами, ты просто дофантазировала все. Вот он может успокаивать мать, и где-то, ну если это так, да, и где-то он грустит. Вот его мысль о вас вот такая: почему наши семьи не могут оставить нас в покое? Или же, если это касается войны за денег, потому что, я вам скажу сразу, войны всегда из-за денег. Вообще все буквально преступления, они делаются из-за денег. А если из-за денег, например, что? Или нет денег, не хватает на что-то, поэтому раздражение было, поссорились. Так у вас есть возможность сейчас соединить средства свои, вот два замка, да, и на самом деле сделать фундамент, на котором в будущем будет строиться нормальная жизнь, нормальная, достойная жизнь. Здесь эта карта говорит, что будет все хорошо, будет мир. Мак, цветок мак, он символизирует, я же сказала уже, мир и покой, да. Ну, а написано roses, потому что розы подразумеваются, то есть розы – это как цветы любви. Он вас любит по первой карте, его мысли были любовные, и он хочет помириться. Он хочет, чтобы война закончилась, или по какой-то другой причине, знаете, может быть, в постели что-то не так произошло, или же не сошлись характерами в бытовых всяких элементах, да, вашей жизни. Он вас любит по первой карте, он очень вас любит и хочет, чтобы война закончилась. Это его первая мысль о вас. Вот встал утром, и первая мысль это о вас. Ой, какой я дурак, зачем мы поссорились? Это хорошо, когда такая мысль мужчине приходит в голову, правда? А вторая карта, она написана up in the air, то есть отпустить. Вот даже ему хочется, вторая мысль, отпустить то, что где-то он плохо себя вел, ему стыдно. Он хочет отпустить вот это, да, когда он не оправдал ваших надежд. На карте вы и он, и такие нежные, красивые луга, долины, цветы полевые. И вы смотрите на воздушный шар и говорите: отпускаем прошлые обиды, отпускаем прошлые какие-то, знаете, когда мы домыслили, мы очень часто домысливаем. Вот он что-то сказал, но мужчины вообще говорят мало в основном. И мы домыслили все остальное. И всегда домысливаем почему-то в какую-то негативную сторону. Ему это не нравится. Он очень хотел бы, чтобы ушли эти сомнения, ушли эти домыслы, чтобы все было ясно между вами. И отпустить прошлые обиды. Его мысль такая четкая: хочу отпустить прошлые обиды. Пожалуйста, не обижайся на меня. Вот он буквально с вами разговаривал, так как в лицах, да, такая ролевая игра, которая нужна в жизни. Так с вами разговаривал сегодня. Третья карта называется Fated Meeting. Это очень хорошая карта, особенно для девочек, кто смотрит мои видео из-за эстетического удовольствия беседы. И вы делаете очень правильно. Если даже у вас нет мужчины, и вы просто, я вам помогаю как бы скрасить ваше время вечернее, там, где хочется с другом поговорить. Ну, иногда друзья грузят сильно, да. Вот, если такие девочки, у меня, знаю, есть такие карты, это очень приятно для души раскладывать, и это тоже программирует на удачу именно по моему методу. Я этот метод сама его сделала очень давно уже. Я знаю, что он работает. Так вот, если вы в этой ситуации сейчас просто смотрите меня, вам нравится говорить доверительно с другом, коим я являюсь для вас, настоящим другом, всегда приду в нужный момент, просто нажмите и будем с вами беседовать. Нажмите посмотреть, я имею в виду. Понимаете, если у вас нет мужчины, и вы просто смотрите так мое видео, здесь знаменосная встреча. Fate – это судьба, которой не избежать, да? Такая роковая судьба в хорошем смысле этого слова. И смотрите, видите, здесь в хрониках Акаши, потому что эта карта, я не сказала, это записи Акаши. То есть то, что было, есть и будет в вашей судьбе, записано уже. И уже записан ваш союз. Здесь вы небесно, так видите, ваша пара сверху. Такой бабл, такой как бы круг. Это ваша общая аура, очень красиво.
И часы обозначают скоро. Скоро. Вы встретите свою судьбу, кстати. Будьте к этому готовы. Это просто говорю для тех друзей, которые не хотят смотреть его мысли, а просто со мной беседуют. А если вы смотрите, девочки, его третью мысль, понимаете, он стремится к встрече, он знает, что без вас он не может. Это его как рок. Фейт — это как роковая судьба. Это как его рок. Он знает, что он без вас, в хорошем смысле слова рок, он знает, что он без вас не сможет. Он не может без вас дышать. Для него вы это весна, цветок воздуха, это счастье, это что-то небесно-нежное, понимаете? Весна в душе, я имею в виду. Вы можете смотреть это видео в любой момент, конечно, и оно будет для вас работать. Вот он стремится с вами встретиться. И третья его мысль сегодня, в тот момент, когда вы смотрите, очень простая. Я хочу ее увидеть. Знаете, как мужчины, просто я хочу и все. И без всяких там мансов. Я хочу ее увидеть. И он себе представляет вас в таком нежном платье, глаза в глаза, понимание, доверие. Это карта доверия, понимания. И что время, проведенное вместе, это самое счастливое время. Потому что цветы здесь вокруг, да, может быть, их не видно, но они подразумеваются, потому что я сказала слово «цветы». Интересно, когда предсказатель говорит какое-то слово, и на карте этого не видно, оно подразумевается. А на карте есть ощущение нежности и желание общаться, желание вообще близости тоже, потому что вы стремитесь друг к другу. И желание нетерпения. Вот особенно городские часы, эти такие, да, это символ нетерпения. Он спешит к вам на свидание и уже предвкушает его, обязательно предвкушает, потому что здесь вот на небе, да, вы тоже вместе, он уже фантазирует об этом, он уже мечтает, и ему от одной только этой мысли приятно. Если вы первый раз, девочки, зашли, я всегда вот в таких экспресс-гаданиях оставляю 1 минуту без текста. То есть там, где я не говорю. Зачем? Потому что пока я говорила, мы общались с вами на уровне ума, и тоже на уровне сердца, но больше на уровне ума. А когда нет текста, начинает подсознание включаться, потому что подсознание русского не понимает, понимает только символы. И тогда приближается встреча, и тогда вы его чувствуете, он вас чувствует. И тогда карты, они усваиваются на том уровне, на котором слова не могут ничего выразить. Так что здесь еще минутка для вас такая будет. Всех люблю, вас очень обнимаю, дорогие мои друзья. Посылаю вам виртуальные обнимашки из лесной медвежьей страны, где я для вас работаю. И вам только стоит нажать «Посмотреть», и я буду с вами. Буду вам скрасить вечер, говорить о вашем счастливом будущем. И оно сбудется, потому что так мы программируем себя на счастье. Обязательно, обязательно, обязательно сбудется. Увидимся с вами на моих предыдущих и будущих видео. А пока до встречи!